Я думаю, что в большей степени внутри нас живет беспокойство. Беспокойство по поводу того, что с нами происходит. Мы привыкли к этому чувству, мы даже почти не замечаем этого напряжения внутри нас, и чаще всего мы сталкиваемся с этим напряжением, которое и так живет у нас внутри, тогда, когда происходят большие конфликты, тогда, когда мы с чем-то не согласны, тогда кто-то на нас кричит, или кто-то нарушает нашу зону комфорта, когда мы видим что-то, что идет не по плану, когда кто-то обливает нас грязью или у нас что-то не получается. В этот момент мы понимаем, что что-то идет, что-то вот внутри, оно где-то сидит. И первая наша реакция, то, как мы с этим справляемся, это мы просто это игнорируем. Но если мы хотим это поменять, если у нас есть ощущение, что может быть по-другому, например, у меня было такое ощущение, что со мной происходили какие-то странные вещи, когда вдруг я, не знаю, ошибался, или со мной спорил кто-то из, не знаю, там, старших, например, когда он говорил мне что-то, а я вот, не соглашался с этим. У меня внутри нарождалось такое, напряжение, злость, и все это как-то не умещалось у меня потом в голове. Почему я злюсь, почему это все еще живет у меня внутри. Или, например, когда важное событие происходит, например, я иду на свидание или идет какой-то экзамен, мне предстоит какая-то важная встреча, автоматически включается какое-то напряжение, автоматически есть что-то внутри такое, что не дает покоя, что не дает расслабиться. Или вот мы, например, встречаемся с партнером, и он нас спрашивает, ну что, где ты был? Кто тебе там пишет? С кем виделся? Или я хочу побыть одна, пойду погуляю одна. Или нам говорят, твоя идея это, так себе. Наверное, уже есть тот, кто это пробовал, и у него не получилось. Или, тебе бы, наверное, сначала надо закончить школу, вуз, получить диплом. Тебе бы хорошо поучиться еще. Или кто-нибудь говорит, например, такое, я лучше знаю, как сделать. То, что ты говоришь мне, это фигня. Я знаю, как правильно, вот тебе нужно именно так сделать. Во всех этих ситуациях может быть, а может и не быть. Я не говорю, что это обязательно так что-то происходит, но это триггирует в нас ощущение, что мы с этим не согласны, что-то как-то нет за этим какой-то правды. Вопрос в том, как мы обращаемся с тем, что мы чувствуем. Вопрос в том, что происходит дальше. Окей, мы среагировали, но нет никаких проблем, когда мы вдруг злимся. Нет никаких проблем, когда мы не согласны с чем-то. Да, есть эта жизнь не сладкая, есть перчик, есть, как говорит один учитель, дерьмо случается, окей, нет проблем. Вопрос в том, как мы к этому относимся. То есть, что происходит потом, как мы реагируем. Да, произошло что-то ужасное, произошло невероятные вещи, люди перестали летать, все аэропорты закрыты, рубль падает, бизнесы закрываются, тяжелые времена наступают на самом деле, да. И что ты в этом случае делаешь? Как на это ты реагируешь? Ежедневные новости о том, что лучше на улицу не суваться. Эти люди в масках, держись от них подальше. Экономика падает. Надо держаться, друзья, надо держаться. Как ты на это реагируешь? То есть, что ты при этом делаешь? Если ты, не слушаешь всего этого, если ты как-то абстрагируешься от всех этих новостей вокруг, окей, может быть, ты не реагируешь никак, может быть, ты живешь где-нибудь в Гималаях, и у тебя все хорошо, и ты такой весь, значит, в себе, и, какой социум? Нет никакого социума. Но надо что делать остальным? Что делать-то всем остальным людям, которые все-таки здесь живут,
все-таки они что-то потеряли, они, не знаю, заболели, их родственники заболели, не знаю, друзья у них заболели, или что делать, если это происходит прямо с тобой? Что делать, если что-то идет не так, как тебе бы хотелось? Что делать, если ты не знаешь, что выбрать, идти ли тебе к традиционщику или все-таки поискать ответы поглубже? Я не даю правду. Я не говорю, что правда у меня есть. Я говорю, что есть что-то, что со мной сработало. Есть что-то, что повлияло на меня, и это влияние я ощущаю до сих пор. Это влияние, оно остается. И это влияние, это то, куда я направляю свое внимание. Это то, как я умею себя чувствовать. Это то, что я делаю с собой, когда я реагирую. Какие действия я совершаю, когда что-то мне не нравится. Или когда у меня есть выбор, поступить так или так. То есть, какова моя стратегия в жизни, когда предстоит напрямую сталкиваться с этим миром, напрямую иметь к нему отношение и смотреть, вот эта новость, она, конечно, жаркая, да, она, наверное, имеет ко мне отношение, но да, такое происходит. Я могу с этим что-то сделать, я могу это игнорировать, и я могу испугаться, и то есть я могу реально посмотреть, и да, надо что-то поменять, не знаю, купить доллары в конце концов. Почему нет? Выбор на основе чего? На основе страха, на основе мнения, на основе внутренней интуиции, на основе доверия к тому, что у тебя есть внутри. Вопрос выбора, вот и всего. Поэтому я бы хотел поговорить на эту тему, поговорить на тему доверия. И я считаю, что в первую очередь нужно спросить себя, доверяю ли я сам себе? Доверяю ли я тому ощущению, которое у меня возникает, когда я вижу что-то, с чем я не согласен? Есть ли у меня собственное мнение, есть ли у меня собственная точка опоры, через которую я могу пропустить весь тот мир, который транслируется снаружи? Это важно, потому что это видео для тех, кто понимает, что внутри у него что-то есть. Внутри что-то происходит, внутри есть какая-то жизнь, внутри есть что-то, что постоянно дает о себе знать. И я в своей жизни научился хоть как-то слышать то, что происходит внутри меня. Не то чтобы это был путь по учебнику, не то чтобы это был чистый путь. Нет, это просто опыт, который ты получаешь, и этот опыт, который я хотел бы поделиться с вами. Одна из философий, которой я придерживаюсь, и которую я понял, кстати, недавно, это то, что не обязательно стремиться к идеальному, абсолютно дзен-состоянию, абсолютно такой вот. Не надо к этому стремиться. Мой опыт так подсказывает. Потому что в этом случае, если мы смотрим вектор, который идеальный, который вот прям мега позитивный, он такой вот, там только приятные чувства, то мы автоматически убираем весь негатив, который у нас есть, который живет внутри нас. Есть такие вот направления в психологии, как позитивное мышление. Но сколько бы ты позитивно не сидел, позитивно не думал, все дерьмо, которое у тебя внутри, оно никуда не уйдет. Поэтому важная вещь — научиться обращать внимание, что происходит внутри. Что происходит в тот момент, когда дискомфортно, в тот момент, когда действительно плохо, в тот момент, когда действительно ты чувствуешь, что... Да. И с этого момента, мне кажется, тоже начинается вот это доверие. Мы начинаем понимать, что выбрав какой-то путь, там мы себя прочувствуем определенным образом. Выбрав другой путь, мы понимаем, что там, скорее всего, мы почувствуем себя по-другому. Этот пример, он хорошо иллюстрирует, например, общество или людей, или друзей, которых мы выбираем. Наверняка у вас были люди приятные, с которыми вам приятно общаться.
в котором вы понимаете, что, вот это общество, оно, меня понимает здесь, я как свой, я могу проявляться, я могу говорить, не думая, могу поговорить с этим человеком на любую тему. И вам хорошо там. И это хорошо, оно внутреннее состояние. Это хорошо, это некая такая точка, где вы можете почувствовать это. Но также есть, например, общество, в которое вы можете прийти, и там, не знаю, в моем случае это какое-нибудь кальянное заведение, где люди, не очень заботятся о своем здоровье, они не очень заботятся о своем состоянии, о том, что они делают где-нибудь в 11:30 они сидят и обсуждают, не знаю, там, фильм, например. И оказавшись в таком обществе, где-то через минуты 2 я пойму, что, как-то что-то мне здесь не очень хорошо. Что-то происходит такое внутри меня, что вызывает это. И логичным, вполне здравым решением просто взять и уйти. Это сохранить в тебе такую экологичную целостность. Мы сворачиваем с того или иного пути в том случае, если нам это не нравится. В том случае, если нас по внутренним критериям это не устраивает. Но очень просто уйти из такого заведения, где, не знаю, все курят, например. Очень просто уйти из внешнего, но то, что происходит внутри, оно остается. Если нас что-то активирует, если нас активирует, например, новость, или нас активирует партнер, или нас активирует, например, то, что у нас нет клиентов, то, что мы постоянно просыпаемся уставшие, не знаю, например, мы хотим похудеть, но все равно едим и корим себя за это. Это все остается внутри нас, от этого никуда не денешься. Ты нельзя так просто взять и, нет этого. Со мной это не происходит. Если вы чувствующий человек, если вы понимаете, что внутри вас что-то есть, вы от этого никуда не денетесь. Это вопрос времени, как припрет просто. Будет ли это действительно явно, действительно это будет проявлено в вашем мире, или это будет так, что-то зудит такое. Решение, которое здесь есть, это начать выражать это. То есть довериться самому себе, довериться тем ощущениям, что у вас внутри есть, и начать это просто выражать. Выражать, возможно, даже громкое слово, потому что можно подумать, что нужно выражать это где-нибудь, не знаю, там, Манежная площадь, или там Красная площадь, или, не знаю, там, площадь Ленина, такие места в России. Нет. Нужно выражать свои переживания в более-менее безопасном пространстве. В более-менее атмосфере, где вас не осудят, на вас не посмотрят косо и не скажут, что вам делать в связи с этим. Когда вы что-то чувствуете, самое болезненное, что мы можем услышать совне, это критика. Самые лучшие примеры, которые я помню, это там, мужчины не должны плакать. Или, что за чувство ты проявляешь на чужих людях. Я помню, у меня был клиент один, он говорил мне, как я не могу просто взять и поплакать у тебя на сессии. Я сдерживаю свои слезы. Я спрашиваю у него, почему ты сдерживаешь то, что у тебя внутри? Я говорю, как меня учили, я не должна проявлять эмоции на чужих людях. И это все сидит в нас, мы сдержанные, мы очень такие, все надо держать внутри себя. Но, опять же, до той степени, пока это все еще зудит и не взрывается. Начать проявлять то, что у тебя внутри, это вопрос не одного дня. Начать соприкасаться с теми переживаниями, которые внутри нас, это
действительно большая задача. И все-таки зачем? Ну, то есть, зачем это делать? Зачем мы сталкиваемся с этим дискомфортом? Ну, то есть, ну, ладно, окей, но как справиться с этим? Есть ли какие-то решения? Есть ли у вас какие-то решения? Есть ли решения в этом мире, как с этим справиться? Да, есть. Алкоголь, вариант, чтобы совсем ничего не чувствовать. Или поговорить с подругой или другом на эту тему, высказать ему все, вылить, так сказать, душу. Да, вариант. Возможно, потерять друга в этот момент, остаться одному. И это все вернется. Критерием того, что что-то поменяется в вашей жизни, это то, что вы полностью примете этот дискомфорт. Тогда в том случае, если, например, к вам приходит и говорит, что то, что ты делаешь, это никому не нужно, и где раньше у вас была какая-то реакция, то, приняв эту реакцию, действительно по-настоящему, поработав с ней, к вам может прийти кто угодно, и ваша реакция будет абсолютно спокойной. Какие бы новости вы ни читали, какие бы ситуации в мире ни происходили, какой бы уровень рубля по отношению к доллару сейчас не был, ваше внутреннее состояние, оно гораздо ценнее этого, на мой взгляд. И я считаю, что самое ценное, что у нас есть, это наше переживание внутри, наше состояние, то, как мы себя чувствуем. Ну, что у нас еще есть, кроме этого? Что-то материальное? Ну, да, есть. Но оно приходит и уходит, не за него нужно держаться, а за то, что мы чувствуем. Почему? На это тоже у меня есть ответ, потому что жизнь, она состоит из этого. Жизнь не состоит из материального, жизнь не состоит из новой одежды, нового телефона, новой машины, квартиры. Жизнь состоит из ваших переживаний. Каждый момент этой жизни, он так или иначе насыщен вашим состоянием, то, как вы на него реагируете. Мы помним свои самые яркие переживания, иногда это самые приятные переживания, иногда это самые, неприятные переживания, у кого какая память. Но счастливые люди описывают свое состояние. Люди, находящиеся в потоке, описывают свое состояние. Люди влюбленные описывают свое состояние. Люди, достигающие своей цели, описывают свое состояние. И попробуйте вспомнить какой-нибудь интересный день в своей жизни, что там было. Возможно, многие не помнят, что там было, возможно, вы помните, что вы там чувствовали. И у многих людей эти переживания чаще всего ассоциируются с таким: там было что-то особенное, там я чувствовал, как меня распирало, и какие-то переживания свои приятные называют. Некоторые люди живут в этих состояниях, некоторые люди живут в приятных состояниях. А некоторые постоянно в напряжении, они постоянно чувствуют, что их что-то беспокоит, их мысли, они их просто обессиливают. Основной месседж, который я хотел сказать в этом видео, это то, что все начинается с доверия. Все начинается с того, что вы начинаете обращать на то, как вы реагируете. И если мы хотим понимать, что происходит внутри нас, как-то этим управлять, как-то взаимодействовать с тем, что реально внутри нас происходит, нужно остановиться, закрыть глаза и почувствовать. Спросить себя, что там, и дать этому быть, просто сказать этому «да». И я позволяю себе это чувствовать. И, возможно, если вы достаточно способны на этом концентрироваться
и пропускать это через себя. Вы заметите, что ваше состояние, оно абсолютно точно изменится. В целом это все. Я также желаю и прошу вас, если у вас есть какая-то обратная связь, написать ее мне и, может быть, какую-то интересную тему предложить. Может быть, у вас есть какой-то вопрос, может быть, у вас есть какое-то переживание, которым вы бы хотели поделиться. Все это стоит делать в безопасной обстановке, конечно. Поэтому welcome. Спасибо за просмотр.